Мир вам, друзья мои! Сегодня увидел благоприятным вернуться к теме, касающейся вашей души. Но мы посмотрим на обстоятельства, которые вы затронули в одном из вопросов после первых наших видеовстреч. А задал его молодой любознательный человек по имени Петр, которому 11 лет. И его вопрос звучит так. Как душа приобретает предначертание при первом воплощении? Простой вопрос, но на него, чтобы ответить, мне предстоит несколько более обстоятельно коснуться разных нюансов, так как тема очень серьезная и отвечает за то, как формируется ваша судьба, и более того, она призвана помочь вам понять цель, ради которой человек рождался. В конечный период формирования души как самостоятельной единицы, в нее закладывалось два базовых предопределения. Одно призвано отвечать за взаимоотношения, а другое относится к общей направленности, отвечающей за реализацию замысла, ради которого и создавалась человеческая душа. Душа человека не развивалась эволюционным путем. Она была создана. Ну и, соответственно, логическая цепочка. Если она создавалась целенаправленно, значит, в этом есть какой-то смысл. Для какой-то цели она создавалась. Это тот смысл, о котором многие рассуждают, спорят, но он действительно очень важен. Его понять крайне необходимо. И смысл рождения – это далеко не те представления традиционные, которые успели сформироваться в жизни человека в течение истории. К предначертанию души нельзя относить некую индивидуальную особенность. То есть ни один человек не имеет индивидуального предначертания. Поэтому вам не стоит озабочивать себя поиском понимания того, для какой же особой миссии вы рождены, что особенно вам надо сделать. Индивидуальное проявление человека всегда будет зависеть от того, какой опыт он приобретает. Ибо от этого опыта и будет зависеть, какого рода предрасположенность вы ощущаете в своей жизни. Вот там и есть то главное, что вам нужно понять. В вашей жизни всегда есть то, что является важным. Оно обязательно будет встречаться на вашем пути. Это искать не требуется. Поэтому, будучи мудрыми, вам не надо торопиться искать что-то помимо того, что вы встречаете. Вы встречаете всегда все необходимое. А вот там, встретив, вам уже и надо разобраться, какой выбор вы сделаете. От этого будет зависеть, какого рода судьбоносные изменения начнут возникать у вас впоследствии. Так вот, первое базовое предопределение, которое закладывается в душу,
и связанное с взаимодействием, оно касается необходимости закладывания в человеческую душу некоего аналога, связанного с природным биологическим организмом, и касается это мужского и женского начала. Это две разные особенности, как вы уже хорошо понимаете и знакомы из своей жизни. Но вот такая закладка в духовную основу человека, она призвана гораздо больше углубить и значительно расширить чувственные проявления человека. И в отличие от представителей животного мира, так как биологический организм человека носит характерные особенности, так же, как и у животных. Так вот, в отличие от животного мира, от представителей его, если использовать некоторые образы, то можно будет достаточно интересно показать определенную разницу, что душа мужчины, она должна носить некий смысл огня и камня, быть чем-то твердым и утверждающим. Женщины иной характер. Вода и мягкость. Две разные основы, но они равноценны, равновелики и одинаково важны в жизни человека. Мужчина призван изменять пространство вокруг и утверждать что-то новое. Женщине отводится очень важная роль встать за его спиной и создать очень важную, благоприятную психологическую среду, вспомогательную среду. Женщина не создавалась из ребра мужчины. И женщина, и мужчина создавались одинаково. И уже была известна необходимость определенных нюансов, которые будут характерны одному и другому, и где это было целесообразно и очень важно. Поэтому полноценное развитие мужского и женского возможно только при гармоничном взаимодействии, когда происходит взаимодополнение. Нельзя рассматривать полноценное развитие в отрыве друг от друга, в отрыве от такого взаимодействия мужского и женского. Если кто-то полагает, что есть наиболее эффектный путь духовного развития, уходя от такого взаимодействия, то это ошибочное суждение. В этом случае хотелось бы напомнить некоторые слова из Древнего Писания, где достаточно интересно и точно отображена истина. И о мужском и женском там сказано: вот есть двое, да будут они едины. Что Бог сочетал, тот человек да не разлучает. Поэтому полноценное развитие человека, оно всегда будет связано с гармоничным, подчеркиваем еще разок, взаимодействием мужского и женского. Нужно уметь взаимодополнять друг друга гармонично. Но чтобы каждое из начал гармонично саморазвивалось, тоже следует очень точно придерживаться тех закономерностей, которые характерны как мужскому, так и женскому. То есть мужественность, она призвана формироваться по одним специфическим особенностям, женственность по другим. И тут очень глупо начинать спорить друг с другом, перенимая качества, которые относятся к противоположному началу. Если мужчина перебирает в этом отношении, он становится более женственным, но утрачивает характерные особенности, которые для него очень важны. Женщина, если увлекается тем, что больше характерно мужчине, больше становится мужиковатой, и к женственности это уже не будет иметь отношения.
Такие перегибы неизбежно приводят к серьезным впоследствии накладкам. И для женщин это неизбежно будет большой потерей. Таких женщин будет ждать больше одиночества. Они могут создать видимость семьи при какой-то взаимной договоренности, но они будут одиноки. Но это уже другая тема. И вот, касаясь мужского и женского, мне бы хотелось особенно уделить внимание одному обстоятельству, с которым вы сейчас уже хорошо знакомы. И который вызывает разные споры о сущности такого специфического проявления. Душа человека, она призвана накапливать положительный опыт. Очень важное таинство и очень нужное. Но эту тему сейчас мы расширять не будем, а продолжим именно из затронутого сейчас. Так вот, сама жизнь, которую стал строить человек изначально, опиравшись прежде на свои эгоистические побуждения, это было естественно и оказалось неизбежным. Люди стали строить взаимоотношения таким образом, когда вместо положительного опыта люди прежде стали накапливать негативный опыт, который никак не способствовал духовному развитию. А что такое накопление негативного опыта? Это когда чем больше человек увлекается какой-то порочной связью, какими-то действиями, которые нарушают принцип духовного развития, у него с течением времени все больше приобретается привязанность, предрасположенность делать именно то, чему он много уделил внимания и что ему с течением времени начинает все больше нравиться. Вот когда это все уже начинает нравиться, это говорит о том, что программа негативная в этом отношении, раз уж именно эту сторону затронули, она уже начинает достаточно глубоко запечатлеваться в основах его души. Если позволить такому человеку рождаться в аналогичных условиях, то с самого детства он уже будет испытывать сильную предрасположенность делать это порочное что-то. Ему уже будет сложнее справиться с ним. И поэтому, чтобы как-то начать исправлять такого рода негативную программу, важно позволить человеку воплотиться в следующий раз в тех жизненных обстоятельствах, которые станут для него поучительными и станут настойчиво требовать от него исправить эту программу. И что должно произойти на неосознанном для него уровне? Он не будет понимать почему, но он будет вынужден принимать какие-то данные ему обстоятельства и тем самым начнет менять уже опасную в его душе программу. Ведь чем сильнее негативная программа у человека, тем сильнее, в свою очередь, оно создаст осложнения во взаимодействии с ближними. А духовное развитие, оно исключительно связано с многосторонним взаимодействием друг с другом людей между собой. То есть люди рождены для коллектива. И нормально развиваться в одиночестве они не смогут. Но для этого нужно грамотное взаимодействие. Нужна определенная степень доверия, открытости, без которого духовного развития не будет. Так вот, значит, соответственно, опять же возвращаемся к затронутому. Чем больше негативной программы накоплено внутри, она неизбежно будет мешать такому взаимодействию. Эту программу надо будет стирать. Но стирать чем-то противоположным по смыслу. Тут можно привести элементарную такую параллель для понимания.
То есть, если человек был в условиях, когда ему нравилось властвовать, он испытывал удовольствие от своей власти над кем-то, он переставал видеть в других людей что-то равное себе, а начинал в них видеть вообще, что они для него никто. Он переставал видеть истинные ценности человека. То такой внутренний перегиб, самовозвышение над другими, каким образом его можно стереть, такую программу? Только позволив ему появиться в тех условиях, которые он внутри не принимает. Ему надо побыть будет в роли потом слуги, раба, еще кого-то, но начинать видеть жизнь совсем с другой стороны. В нем неизбежно будет меняться такая программа. Единственное благоприятное условие, которое может позволять человеку вот таким образом менять упорно накапливающийся негативный опыт, это возможность попадать в новое тело. Поэтому душа человека, она формировалась таким образом и имеет такую особенность, которая призвана позволить ему такое таинство. Никто во Вселенной из представителей аналогичного разума, на какой бы стадии они развития ни находились, у них нет такой возможности. Они все живут один раз. Как живет любой организм, наделенный разумом, большим, маленьким, который живет только один раз. Любой организм, после жизнедеятельности которого остается лишь накопленная информация. Она останется, но организма не будет. А у человека все по-другому. Для человека смерти не существует на самом деле. Его духовная основа, на которой сформирована душа, не имеет программы, которая позволяла бы стареть этой духовной ткани. То есть душа ваша неуничтожима, она бессмертна. Можно поменять программу, то есть не саму программу даже базовую, а стереть накопленный опыт. Такое возможно. Но душу уничтожить нельзя. Поэтому вы можете воплощаться столько, сколько будет видеться благоприятным. И это не только для того, чтобы быть только на земле. Но и это уже тема немножко другого характера. Так вот, говоря о накапливаемом опыте и тем, что я попробовал затронуть, но несколько отклонился от важного нюанса вашей жизни, следует также добавить, что характер негативного опыта, он носил еще и такой оттенок, когда во взаимодействиях мужчины или женщины начинали воспринимать противоположное начало слишком негативно. То есть неразделенная любовь или прочие нюансы в таких взаимоотношениях неизбежно создавали соблазн озлобиться, обидеться. И когда это могло повториться многократно, очень сильно в человеке запечатлевалось неприятие противоположного начала. Очень сильное негативное к этому было отношение. И оно также послушно записывалось в его душе в качестве определенной порочной программы. Соответственно, имея такую программу, если человек рождается дальше, приблизительно одинаковых условиях или каких-то аналогичных, он не сможет продолжать род. То есть у него начинает отсутствовать предрасположенность искать пару в жизни. А это уже не жизнестойкое явление. Оно опасно для существования человеческого рода.
И эту программу надо стирать. Тогда каким образом ее в этом случае удастся стирать? Есть только один способ, результаты которого вы достаточно часто можете наблюдать, но очень странно пока к этому относитесь. Это способ, когда мужской душе в качестве исключения или женской душе, накопившей негативный такой сложный опыт, будет предоставлена возможность воплотиться в тело противоположного начала. И вот тут начинается самое любопытное. Потому что как только такая душа начнет осознавать себя, она очень легко сможет понять, что находится как будто бы в каком-то не своем теле. Она будет ощущать предрасположенность, которую очень сложно реализовать в этом другом теле. А внутренняя предрасположенность осталась, и порой очень сильная. То есть в этих условиях такой душе важно суметь благосклонно, приняв данность как волю Бога, благосклонно пробовать адаптироваться в данных условиях, послушно принимая то, что предоставляется. Это одно из самых благоприятных возможностей начать стирать тот негатив, который делает критическим существование человека, потому что не позволит ему продолжать свой род. И если раньше эти условия были достаточно благоприятны для изменения такой специфической ситуации и негативной информации, то в условиях современного мира, когда на основе полного невежества относительно духовных ценностей люди поторопились применить свои творческие и умственные способности и создали массу разных технологий, дабы решить такие, казалось бы, проблемы. Более того, еще и создали соответствующие идеологические установки, которые начинали оправдывать такое желание человека поменять то, что он должен был принять благосклонно, как волю Бога. И вот тут хотелось бы добавить для тех, кто попал в такие условия. Если вы попробуете менять данную вам ситуацию и, воспользовавшись технологиями, попробуете вернуть то, от чего вас заботливо оградили, то исправление необходимого в том, что касается опыта вашей души, не произойдет. А значит, уверяю вас, вам придется вновь попасть в ту же самую историю. Но только следующее воплощение будет с отягчающими условиями. Вас же надо как-то заставить менять свое отношение к происходящей реальности. Как правило, человек набирает негативный опыт, именно следуя своим желаниям, а духовное развитие предполагает усилия над собой. Нужны волевые усилия. И если сам человек делает выбор и отказывается от приложения необходимых усилий, чтобы его спасти, его надо заставить сделать что-то другое. Поэтому могу, забегая несколько вперед в данных темах, упомянуть, что на самом деле развитие человека
накопление положительного опыта чаще бывает вопреки тому, что выбирает сам человек, склонен выбирать. И как-то приходится это все обыгрывать. Но у всего есть своя цена. Поэтому, делая какой-то выбор, вы неизбежно будете находить что-то, что должно будет помочь вам понять недостающее. И вот тут мудрость. Только когда вы обретаете мудрость, начинает помогать вам внимательно относиться к тому, что вы начинаете встречать. И не выдвигать претензии. А за что вам такое дано? Потому что вам это нужно. Вы это искали. И вам просто надо это грамотно осмыслить и сделать очень важный какой-то правильный выбор. Это вот касается первого базового предопределения относительно взаимодействия человека с человеком. Ну а дальше коснемся теперь второго базового предопределения. Вот он уже, это предопределение отвечает за реализацию замысла, ради которого вы рождались. В своем опыте жизни сейчас вам уже стало известно, что если, к примеру, поставить рядом в какую-то емкость водичку, то от того, какие чувства вы позволяете себе испытывать, что вы делаете, но где обязательно присутствует какое-то чувственное проявление. Творите молитву, выражайте какую-то благодарность или просто пытаетесь гневаться на что-то, на какие-то, вспоминая негативные обстоятельства, то эта водичка начинает менять свою структуру. Она у нее разная становится. Вы можете сделать как живую воду, так и мертвую. То есть от вас исходит некое информационное поле, связанное с тем, к чему вы стремитесь и какими чувствами пробуете проявиться. Чему позволяете выйти из себя? И тем, что из вас выходит, начинает видоизменять окружающую реальность. Она ее структурирует. Исходящее из вас структурирует окружающую реальность, окружающее информационное поле. Так вот, главное предначертание человека, ради которого вы были рождены, заключено в миссии вашей вечно структурировать мир материи. Весь мир материи. Это весь мир бытия. Для этого нужна вечность. Для этого нужно быть не только на этой земле. Для этого надо суметь жить на многих других звездах. Вот для этой миссии и создавалась духовная ткань человека. Душа, которая не может стареть и которая способна жить вечно. И накапливаемый здесь опыт играет очень важную роль в реализации замысла. Но опыт, который пока еще накапливает человек, носит сомнительный характер. Там еще надо очень многое менять. Структурирование окружающей реальности как раз связано с вашей предрасположенностью к творчеству. Вы чувствуете в себя необходимость что-то создавать и создавать особенно, как-то интересно, как-то красиво. Насколько вы в состоянии это оценить? Это неразумный подход. Разумный подход определяется только лишь целесообразностью, наибольшей какой-то логичностью, удобностью. Но подход, с которым призван проявиться человек, к этому отношения не имеет. Это совсем другие уникальные особенности.
Поэтому ваша предрасположенность любоваться звездами, окружающей природой, это относится к вашему главному предначертанию, главной особенности человека – любоваться окружающей реальностью. Когда вы смотрите на эту реальность и любуетесь ею, из вас исходит особый ток энергии, который начинает изменять, структурировать окружающее пространство. И взаимодействие элементов мира материи переходит на несколько иной уровень. Такое взаимодействие пока происходит слабое со стороны человека в отношении мира материи. Но со временем это должно достичь нужной активности и нужной силы. Но к этому надо прийти. Так что ваша главная особенность связана с созиданием чего-то очень красивого. И произведение искусства есть главная ваша стезя. Произведение искусства. Отличительной особенностью которого, настоящего истинного произведения искусства, является его способность вдохновлять созерцающего, прикасающегося к этому произведению, вдохновлять на какие-то новые созидательные проявления. Когда человек чувствует прилив сил, ему хочется творить, он как бы окрыляется. Это нормальное уже произведение искусства. Поэтому это произведением искусства нельзя будет назвать какое-то умелое творение, но которое затрагивает тяжелые переживания. Напоминает что-то очень сложное в жизни. Ведь тогда человек, окунаясь в такую энергию, он ее начинает умножать своим переживанием. И после таких произведений будет тяжело. Будет возникать тяжесть. Будут воскрешаться какие-то страхи, переживания, которых лучше было бы не воскрешать. Так вот, уметь творить красивое и есть ваша главная дорога. А значит, созидать что-то в первую очередь должно быть связано не только с тем, что действительно необходимо человеку в жизни, для жизни в природе, в контакте с природой, но и когда он это делает, любуясь. Когда любая мелочь, которую он начинает творить своими руками, она основана на его любовании, на его общении с Богом. Вы все можете очень интересно преобразовывать. Кузнец может создавать уникальные виды металла, когда он делает это с любовью, молитвой. Структура металла будет меняться. Будет меняться все. Но это уже касается особенностей духовного развития, который предполагает интересные взаимоотношения людей между собой, где уже не должно быть порочного восприятия реальности, основанного на культе силы. Культ силы никогда не позволит духовно развиваться. Это другого рода программа, и она больше относится к проявлениям животного мира. Духовное развитие другое. Духовно развивающийся человек – это человек, который не может наносить вред. Рядом с таким человеком хочется жить, с ним приятно общаться. Он всегда поддержит, он всегда поймет, всегда простит. Вот о такой любви вам однажды и начиналось говориться. И такая любовь не подразумевает какого-то праведного гнева и какой-то аналогичной глупости. Гнев и любовь – разные явления. Одно созидает, другое разрушает. Поэтому если рядом у вас цветы, и вы как-то наносите им какую-то боль, страдания, эти цветы путем закономерностей, связанных с их
полем сознания, они передают этот сигнал дальше. И при вашем появлении рядом с такими цветами все будут напрягаться. Они будут сразу фиксировать вас как нарушителя. Это реакция природы. У человека так не должно быть. Появление человека рядом с чем-то или с кем-то, оно должно вдохновлять, оно должно помогать жить, помогать развиваться. Вот где надо искать духовные ценности. И они касаются прежде ваших взаимоотношений. Ну вот, насколько можно, я затронул эту тему, которую мы еще можем, конечно же, не раз касаться, но с какой-то другой стороны, которую вы попробуете затронуть в своем вопросе, где я, конечно же, попробую что-то рассказать в ином ключе и добавить какие-то другие нюансы. Но тема эта очень серьезная, и ее кратко обозначить очень сложно. Это элемент, который мы затронули, понятийного узора, которого у вас нет. Поэтому, затронув один элемент этого узора, надо неизбежно затрагивать и какой-то сопутствующий узор, чтобы в конечном итоге, прорисовывая один за другим элемент, обрисовался целый узор. Целый, окончательный. Но на это надо время и желание того, кто хотел бы именно это слушать. А тут уже другие закономерности срабатывают. Благостных вам дней, друзья. До следующей возможности что-то затронуть из ваших вопросов. Счастья вам!